подумаешь, поругалась немножко, подумаешь, повозмущалась, и все. И это после того, что я обманул ее и предал. Мужчине психологически комфортно между этими двумя женщинами. Не когда вы ждете от него, а когда вы показываете. И, конечно, здесь под комментариями, я уверен, будет много написано о том, что да пошел он нахрен, его еще и ждать. Я абсолютно согласен. У кого-то 20 лет любовница, а женщина все это время ждет. Почему я, узнав о том, что меня предали и обманули, до сих пор еще здесь? Всем привет, это Марк Бартон, рад, что вы смотрите это видео. У мужа появилась любовница. Марк, что мне делать? Я узнал о том, что уже много лет, оказывается, он общается с другой женщиной, они встречаются. Я вот совершенно случайно обнаружила переписку, он оставил свой телефон, либо еще компьютер не забыл выключить. В общем, я знаю, что у моего мужчины есть другая женщина. Что мне делать? Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Но прежде чем перейдем к рассмотрению этой темы, я хочу напомнить девушкам, что вы всегда можете абсолютно бесплатно из любой точки мира заняться собственным саморазвитием, при этом затронуть саморазвитие с абсолютно разных сторон. И со стороны самооценки, и со стороны самоценности, и сексуальной энергии, и финансовой. И для этого я приглашаю вас принять участие в бесплатном онлайн-курсе «Я такая одна, удобная или уникальная». Это программа, которая состоит из серии видео-вебинаров, которые проходят в живом формате, не в записи. И во время этих вебинаров я раскрываю определенную тему, допустим, сохранять семью с мужчиной, или уже нужно расставаться и ставить точку. Или как перестать быть любовницей. Или, например, мы с вами говорим про психологические установки и телесные блоки, которые влияют на здоровье женщины, на ее психику, на ее отношения с мужчиной. И вопросы сексуальности затрагиваем. То есть темы очень разные, очень полезные для каждой женщины. Поэтому, если вы хотите пойти в развитие, если вы хотите действительно стать счастливой, осознанной женщиной, под этим видео есть ссылочка. Вы можете сразу после просмотра ролика перейти по ней и зарегистрироваться. В скором будущем мы уже начинаем, и вы сможете присоединиться к нашему онлайн-интенсиву «Я такая одна, удобная или уникальная». Итак, у вашего мужика есть любовница. Вы узнали об этом, и самый удивительный момент, на который очень часто не обращают внимания женщины, что происходит в тот момент, когда вы узнаете о том, что у мужчины есть любовница. Я сейчас объясню, почему я задаю такой вопрос. Дело в том, что так как мужчина многие годы это скрывал, это было тайной, естественно, он в полной мере осознавал, что это обман, это предательство, это нехорошо. И хотите вы этого или нет, но у мужчины были страхи и опасения, что вы об этом узнаете. И, безусловно, как вы отреагируете, от того, как вы отреагируете, в дальнейшем будут развиваться события. То есть есть женщины, которые, да, она узнала, что у мужчины есть любовница, она собрала свои вещи и ушла, и больше ее мужчина этот не видит. Это, конечно, здорово и прекрасно. На такой поступок решительный может пойти только женщина в зрелой самооценке, у которой все в порядке с самооценкой, которая ни в коем случае не допускает мысль о том, что в жизни может появиться еще какой-то персонаж, кроме нее, и отношения заканчиваются. Но это скорее более редкие случаи. Чаще всего женщина, узнав о том, что у мужчины есть любовник, начинает проявлять такую очень мягкую реакцию. Она может повозмущаться, она может поплакать, она может пострадать, она даже может покричать, но на этом все заканчивается. И мужчина, ваш муж, он как бы воспринимает эту ситуацию как не очень-то и страшную. Подумаешь, поругалась немножко, подумаешь, повозмущалась, и все. И это после того, что я обманул ее и предал. Вот это такая реакция у нее. И успокаивается. И что происходит далее? Дальше, когда вы позволяете своему мужчине думать, вы начинаете его контролировать, следить. Вы пытаетесь его отбить у любовницы, а любовница пытается отбить его у вас. Вы позволяете своему мужчине самоутверждаться в его комплексах, в его, возможно, деструктивной, дефицитарной сексуальности, возможно, в каких-то убеждениях своих. Но вы должны прекрасно понимать,
что, находясь в подобных условиях, когда у него есть и любовница, и жена, и при этом обе знают друг о друге, никто никуда не уходит, никто никаким образом не ставит точку в отношениях, мужчине психологически комфортно между этими двумя женщинами. И избавляться от комфорта он не будет. Это естественная реакция нашей психики. То есть основная задача нашей психики – избежать болезненных ощущений. Для него расставание с женой может быть болезненным, а расставание с любовницей может быть болезненным. А вот присутствие этих двух женщин в его жизни абсолютно комфортно для его психики. Поэтому рассчитывать на то, что он примет быстрое решение и скажет: все, я ухожу от жены или ухожу от любовницы, вы не можете. Вы, наоборот, своим ожиданиям будете способствовать тому, чтобы мужчина пускал корни вот в этой для себя комфортной, психологически комфортной атмосфере. И самое страшное, когда женщина узнает о том, что есть у мужчины любовница, и она дает ему некие возможности думать и размышлять, там нет каких-то ограничений. Там нет сроков, там нет срока в 1 день, в 2 дня, в неделю, например. И она позволяет мужчине что? Отключать свою логику, отключать свое волевое мышление, отключать вообще, в принципе, какие-то процессы, связанные с принятием решений. И он, вместо того, чтобы принимать какое-то решение, пользуется предложенной вами стратегией. Ужасные вещи начинает делать супруга. Какие? Она думает, что если она станет еще более сексуальной для своего мужчины, то есть как бы перебьет сексуальность любовницы, то все будет по-другому. Он вернется к ней. Она думает, что если она начнет там ухаживать за собой, либо готовить вкусную еду, он тоже убежит от любовницы. Но здесь очень важный момент, на который многие люди не обращают внимания. Это диалог. Когда вы садитесь со своим мужчиной, у которого есть любовница, оказывается, задаете ему вопрос, а возможно даже и не один: дорогой мой, скажи, пожалуйста, это если в случае, если вы сразу не ушли. То есть мы сейчас говорим про женщин, которые не могут решиться уйти сразу, моментально. Вы задаете вопрос мужчине: дорогой мой, как ты видишь дальнейшее наше взаимодействие с тобой, наши отношения? Он вам прямо, например, говорит: я не знаю, я запутался. Вам сказали, что он запутался? Ваши действия. Вы хотите ему помочь распутаться? Вы хотите напомнить ему о том, что вы лучше? Вы хотите напомнить о том, что вы прошли с ним трудные этапы в жизни? Этого не нужно делать. Ваша задача что? Избавить мужчину от своего общества. То есть не находиться с ним на одной территории, не спать с ним в одной квартире, не проводить с ним вместе время, ограничить доступ к собственному информационному пространству. То есть сделать все возможное, чтобы у мужчины включилось оценочное мышление, логическое мышление, приоритетное мышление, чтобы его голова с его ретикулярной активирующей системой начали каким-то образом размышлять, а не только нижняя часть. То, что он там головкой своей думает, это вы уже поняли. А вот заставить его голову включиться, это очень важно. Это можно сделать только в одном случае. Когда вы показываете мужчине свои решительные поступки и действия. Не когда вы ждете от него, а когда вы показываете. Поговорили с мужчиной, выслушали его позицию, посмотрели на то, как он видит дальнейшие взаимоотношения. Если вы понимаете, что там очень много, то есть там отсутствует конкретика, там очень много каких-то таких обтекающих слов, фраз, какая-то непонятная информация, он начинает ссылаться на какую-то запутанность, на ранимость, я не знаю, как мне быть дальше, я и к ней тянет, и к тебе тянет, ой, Господи, что со мной, оставляйте его в покое. Еще раз повторюсь, когда мужчина может приходить домой, спать со своей женой, после этого он спит с любовницей, потом опять с женой, потом опять с любовницей, и таким образом ничего не решится. Разворачиваемся и дистанцируемся на такое расстояние, чтобы мужчина к вам не имел никакого доступа. Тогда у него начнут проявляться какие-то поступки и действия. Тогда он начнет размышлять. Тогда он действительно будет понимать, что для меня более важно, кто для меня более важен. Моя жена, либо моя любовница.
И почему, когда женщина делает шаг назад, отступает и дает возможность мужчине размышлять и принимать решения, почему это эффективный прием? Дело в том, что когда, я уже говорил об этом, когда мужчина находится между женщиной и любовницей, первое, это психологически комфортно для него, а когда выпадает одна из его пассий, когда выпадает одна из женщин, он куда погружается? Наоборот, в состояние дискомфорта. Но даже там, в комфортном состоянии, вот этот невротик, по-другому его не назовешь, это невротические отношения, он не привык к какой-либо форме здоровых отношений. Ему нужен вот такой драйв. И, естественно, когда вы дистанцируетесь от своего мужчины, и он останется один на один с любовницей, не факт, что он с ней будет, потому что статистика говорит, что всего 2% мужчин, уходя из семьи, создают семьи с любовницами. И то из них потом большая часть разводятся и расстаются. И ваша задача наблюдать. Наблюдать. Естественно, здесь очень важный момент. Как наблюдать? Если вы наблюдаете и вы ушли от мужа, и у вас на этих аватарках и везде в социальных сетях сопливые какие-то статусы появились, плачущие котики, там рыдающие голуби, вы грустная вся в плаще с зонтом и так далее, и листва осенняя. Конечно, мужчина будет понимать, что у него есть еще возможности и шанс. Понятно, что это трудно. Понятно, что предательство переживается достаточно сложно. Кстати, у нас на курсе «Я такая одна, удобная или уникальная» есть такая тема отдельная, как пережить расставание с мужчиной, начать новую жизнь. Но если вы все-таки хотите попробовать сохранить эти отношения и хотите дать им возможность, чтобы они жили дальше, ваша задача показать свою четкую позицию. Отойти в сторону и ждать. И, конечно, здесь под комментариями, я уверен, будет много написано о том, что да пошел он нахрен, его еще и ждать. Я абсолютно согласен. Согласен с тем, что отношения мужчины с любовницей, они не основаны на каких-то там глубоких чувствах. Там зависимость может быть, да, там могут быть какие-то сексуальные предпочтения, там может быть много невротизма, там много гормонов стресса, в том числе и эндогенных, за счет которых этим отношениям придается такая перчинка. И мужчина из одной стороны в другую мечется, не может понять, кто ему больше нужен, жена, либо любовница. И вот в таком состоянии, пока вы будете терпеть и ждать, ничего не решится. Вот я получаю от женщины вопросы, у кого-то здесь 7 лет любовница, 8 лет любовница, 9, 12, там, у кого-то 20 лет любовница, а женщина все это время ждет. И здесь понятно, что можно бесконечно долго говорить про этих любовников, про то, как себя вести, но есть очень хороший индикатор, есть очень хороший показатель. Если женщина, узнав об измене мужчины, не разворачивается и не уходит, у нее проблемы с женственностью, сексуальностью, с самоценностью, с ее энергией, с ее женской энергией. И нужно задуматься в первую очередь об этом. Потому что многие женщины начинают думать о том, как вернуть мужа в семью, вместо того, чтобы задаться вопросом, почему я, узнав о том, что меня предали и обманули, до сих пор еще здесь. Что с моей самооценкой? Что мне с ней сделать, чтобы она пришла в порядок? И я, конечно, хочу, чтобы каждая из тех женщин, у которых появляются, в семье которых появляется вот такая женщина, любовница, и ваш мужчина начинает бегать от нее к вам, от вас к ней, чтобы вы принимали решение в первую очередь. Потому что иногда, знаете, даже до смешного доходит, когда видишь, как женщина пытается переделать кого-то. У меня возникает вопрос, как вы думаете, ваш мужчина ходит к любовнице, потому что ему там плохо? Его там избивают, его привязывают к дереву, засовывают ему под ногти какие-то острые предметы, унижают его? Нет, он туда ходит, потому что ему там хорошо. Вы пытаетесь включить свои какие-то эгоцентрические такие стратегии поведения, чтобы вернуть его. Зачем вы забираете мужчину оттуда, где ему хорошо? Если он принял такое решение, оставьте его в покое. А если он одумается, если он действительно осознает, что вы ему нужны и прибежит к вам,
Это еще не говорит о том, что его нужно принять и побежать с ним сразу строить отношения счастливые. Как пережить развод? Развод переживается. Или как простить, не развод, а как пережить измену. Как справиться с обидой. Это очень сложный вопрос. И подобные ситуации отрабатываются в психотерапии. Отрабатываются как женщиной, так и мужчиной, который изменял, либо много лет находился со своей любовницей. Вы должны понимать это. Даже если вдруг ваш муж бросит свою любовницу и уйдет к вам, вероятность того, что они продолжат общение, 98%. 98%. Его предрасположенность к невротическим отношениям никуда не делась. Никуда не делась ваша низкая самооценка. И никуда не делась низкая самооценка любовницы. Вот эти 3 человека будут всегда находиться в едином поле, на низковибрационном звучании, до тех пор, пока один из них не пойдет в работу над собой и не выйдет на более высший уровень. Кто должен это начать делать? Естественно, жена, которая узнала, что у ее мужа есть любовница. Все. И, конечно, если вы хотите еще больше полезной информации получать, в том числе и на данную тему, я напоминаю вам о том, что каждый месяц абсолютно бесплатно я провожу онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании под этим видео, поэтому сразу после просмотра ролика нажимайте на нее и регистрируйтесь. Тем очень много, темы очень интересные, темы очень жизненные. Мы рассматриваем это и с точки зрения психологии, и просто с позиции таких, знаете, жизненного опыта, не моего личного, а вообще мужчин и женщин. И стараемся обозначить найти такой вектор развития, где вы в абсолютно комфортной и безопасной для себя среде сможете пойти и развиваться, и становиться счастливыми. Мы там и про самооценку поговорим, и про сексуальность вашу, и про отношения с женатыми мужчинами, и про абьюзеров, и про маменькиных сыночков. То есть перечень тем достаточно большой. Я благодарю вас за то, что вы были со мной. Желаю всем вам всего самого хорошего и до скорых встреч. Пока-пока.